Всем привет! В этом видео речь пойдет про накладку Mars 2 Soft от китайской фирмы Inhe. Это накладка типа Tensor. В ассортименте фирмы Inhe много гладких накладок, и почти все они гибридного типа, то есть смесь китайской липучки и евротензора. И все они играют отлично. Вернее, наверное, не все, а те, которые отобраны магазином TT Maximum из огромного ассортимента этой китайской фирмы. И вот из этого большого ассортимента гибридов есть редкие исключения, являющиеся тензорами. Это накладки из серий Земля 2 и Марс 2. Мне довелось потестировать Марс 2, и теперь я поделюсь с вами впечатлениями от этой накладки. Речь идет про Марс с губкой Soft и с максимальной толщиной губки. Еще имеются толщины 1,5 мм и 1,8 мм. Основание в тесте использовано тоже от китайской фирмы Inhe. Скорость off-минус. Итак, первым делом обращу ваше внимание на цену накладки. На данный момент это меньше $12 в магазине TT Maximum. Чтобы удовлетворить самых любопытных, сразу отвечу на 3 вопроса. Может ли этот Марс заменить известные тензоры с ценами по $35-45? На мой взгляд, не может. Можно ли Марсом конкурировать против этих дорогих тензоров? Будучи не приспособленным к свойствам Марса, я сыграл 3 матча на счет с соперником, который к своим накладкам давно привык, и у меня получилось хорошо. Так что да, можно нормально конкурировать. Учитывая до смеха маленькую цену, является ли Марс какой-то урезанной и сравнительно неполноценной накладкой, которую есть смысл использовать только новичкам? Нет, не является. А теперь перейду к конкретике. Марс не имеет липкости. Вес средний, подобно Юпитеру 2 Soft. Марс оказался очень мягким. И губка, и топшит. И эта мягкость оказывает на его игровые свойства глобальное влияние. Последние несколько месяцев я играю накладкой средней жесткости. До этого долго играл жесткими. А недавно тестировал мягкие немецкие тензоры, и мне было тяжеловато с ними из-за моих привычек. А с Марсом было еще тяжелее. Свойства накладки очень отличаются от привычных для меня. Накаты нормально, подрезки на столе нормально, а когда начал делать топ-спины, то попадал мячами куда угодно. Даже в какой-то момент прокричал: "Ну блин, как таким можно играть?" На что товарищ мне ответил, что обязательно оставь эту фразу в обзоре. Да, поначалу у меня было ощущение, что это какой-то ужас и накладка плохая. Но постепенно я в какой-то степени привык и понял логику поведения накладки. Произошла, так сказать, акклиматизация. И я заметил у Марса индивидуальные особенности, которые мне понравились. Наверное, поэтому эту накладку часто покупают. Скорость у Марса, я бы сказал, невысокая для атакующих накладок. Среди именно атакующих накладок это, наверное, наименее быстрая. Причем логика поведения накладки своеобразная. Накат на накат катапульта включается, но сама по себе эта катапульта не быстрая. С топ-спинами аналогично. А вот плоскач летит быстрее. Топ-спины делать, конечно же, легко. Коротко, длинно, по-разному. Дуга имеется хорошо заметная. Какое вращение, я сказать не могу. Думаю, особо сильное вращение создать не получится, как, например, бигдипером. Но это и не всем надо. Я, например, сыграл 3 матча на счет и обнаружил, что накладка позволяет мне нормально конкурировать, как и ранее. В стол попадаю хорошо, вращение какое-то есть, можно и по месту сыграть, и контратаковать, и на вылет у стола пробить, и перекрутить. И нельзя сказать, что сопернику легко. Вроде так же. Накладка очень мягкая. Она не может давать такой максимум вращения, как более жесткие и более дорогие гибриды или тензоры. Можно подумать, что это минус. Но практика показала, что это особо и не имеет значения. То есть минусом не является, а является особенностью накладки. И у этой мягкости есть другая сторона. Накладка заметно слабее реагирует на вращение, которое к вам прилетает.
Лично мне это понравилось, когда я привык и разобрался в особенностях поведения накладки. Первое, что я заметил, и поначалу мучился, это пассивный блок на некотором отдалении от стола. Когда прилетает топс, и надо легонько толкнуть мяч, чтобы за счет вращения мяч полетел к сопернику. А у меня мяч полметра не долетал до сетки. То есть прилетает много вращения, легонько толкаешь мяч блоком, а он летит значительно короче. То есть мяч будто вязнет в накладке, а потом лениво отлетает. При этом скорость маленькая и вращение у мяча, по-видимому, тоже слабее привычного. Вывод такой. Надо значительно сильнее толкать мяч. В принципе, это открывает возможность для тактической игры. Можно разные блоки делать по длине и по вращению. Я заметил, что иногда напарник ошибался в таких ситуациях. Переоценивал силу верхнего вращения и переоценивал длину траектории полета, и потому направлял мяч в сетку. Далее. Эта же самая мягкость облегчает прием подачи. Если это кручение, то накладка заметно слабее реагирует на него. То есть вам легче попасть в стол на приеме. Либо подрезать, либо сделать топ-спин или накат. И проще сыграть коротко на приеме. Так что получается, что то, что может выглядеть минусом накладки, на самом деле является плюсом. Итак, топ-спин можно делать любой. Учитывая, что накладка низкоростная, то она ориентирована на игру у стола. Блок у Марса отличный. Именно отличный. Попадать в стол легко. И это самое главное. Скорость блока в сравнении с более быстрыми распространенными тензорами, конечно, слабее. Но для меня эта проблемой не было даже на основании off-минус. А можно ведь и более быстрое основание использовать. Плоский удар отлично. Его легко попадать, и его приятно исполнять. Марс для плоского удара удобен. Мяч в накладке держится долго. Реакция на приходящее вращение меньше. Так что направить мяч в желаемую точку легче. Также, я полагаю, Марс хорошо подойдет и для защиты. Недавно я тестировал очень мягкий тензор от доктора Нойбауэра. Называется Domination Speed Soft. Он немного быстрее Марса. Я думаю, немного сильнее крутит и сильнее реагирует на приходящее вращение. По характеру он более похож на типичный тензор, чем Марс. И в целом Domination ощущается более аристократично, что ли. Если вы спросите меня, что бы я выбрал для себя играть, и если при этом не рассматривать цену накладок, то, наверное, я бы предпочел Mars Soft. Потому что Марсом легче принимать крученные подачи. Он слабее реагирует на приходящее вращение, а для меня попадание в стол – это самое важное. Некоторое время назад я тестировал Inhe Землю 2 Medium. Не могу сказать точно, в чем различие, так как я уже подзабыл, как играет Земля 2. Но помню, что у меня не было каких-то особых больших сложностей при переходе на нее. Только мелкий дискомфорт от мелких различий. То есть Земля 2 Medium значительно отличается от Марса. Она хоть и кажется мягкой, но все-таки не настолько мягкая, как Mars Soft. Соответственно, она немного быстрее и немного сильнее крутит мяч при исполнении топ-спина. Обе накладки хорошие. Я бы опять же себе выбрал Mars Soft по той же причине, которую раньше указал. Земля 2 Medium и Domination Speed Soft более агрессивны по характеру, чем Mars 2 Soft. Также можно сравнить Mars с Юпитером 2 Soft. Хотя резины из разных категорий, но в целом скорость у них аналогичная. Вес приблизительно одинаковый, и использовать их можно для одной и той же игры. Марс слабее реагирует на приходящее вращение. Если, допустим, к вам прилетает подача с боковым кручением, и вы делаете скрутку слева, то от Марса мяч полетит по более короткой траектории. И вращение, я думаю, будет немного меньше. Плюс существенная разница в том, о чем я говорил выше, когда делаешь пассивный блок с расчетом, что мяч отскочит от ракетки за счет реакции на приходящее вращение.
В этом Марс сильно отличается от всех этих трех резин. Подведу итог. Mars 2 Soft. Тензорная атакующая накладка. Очень мягкая. И, наверное, одна из наиболее медленных среди тензоров. Стоимость на данный момент меньше $12 в магазине TT Maximum. А играет накладка хорошо, как оказалось. Да, она уступает дорогим накладкам по мощности и по вращению. Но на мой взгляд это не минус. Кому надо, чтобы было быстро и с сильным кручением, возьмут бигдиперы или что-то другое. И есть много людей, которым не нужны максимальные вращения и не нужна большая скорость. Так что не волнуйтесь насчет качества и потребительских свойств Марса. Они в порядке. Также добавлю, что Mars Soft хорошо подойдет новичкам для постановки техники. И напоследок попытаюсь ответить на вопрос. Как же такое может быть, что полноценная накладка стоит $12? Если выражаться теннисным языком, то скорее всего мы платим за скорость и за вращение. Чем выше скорость, тем дороже накладка. Чем она сильнее вращает, тем дороже. Возможно, это так частично потому, что очень многие люди внушили сами себе, что большая скорость и максимальное вращение – это что-то святое, и без этого невозможно играть в теннис. И в значительной степени это потому, что более быструю и более сильно вращающую накладку сделать тяжелее и дороже. Купить Mars Soft вы можете по ссылке под этим видео. И напоследок я хочу напомнить вам, что все обзоры на нашем канале делаются для того, чтобы помочь вам избежать пробования десятков разных накладок и оснований в поисках желаемого. Все это отнимает очень много времени и связано со значительными неудобствами. Поэтому, если вам нужна помощь или консультация для выбора инвентаря и товаров для настольного тенниса, обращайтесь в магазин TT Maximum. Мы поможем вам выбрать более подходящий для вас инвентарь.